Трамп внезапно объявил войну. Пока еще не всему миру, но уже известно, кому именно и зачем. Это обсуждают все. Украина и США договорились, есть прогресс. Чего ждать в ближайшее время и как закончится война, известны все подробности. Россия анонсирует новое наступление и свержение Зеленского, шокирующее заявление и их планы. Российский бомбардировщик вторгся на территорию НАТО. Жесткие и решительные действия Альянса в ответ. С ними больше не церемонятся. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Украина и Россия провели первый этап крупнейшего обмена пленными по формуле 1000 на 1000. Домой вернулись 390 украинцев, 270 военных и 120 гражданских. Столько же отдали россиянам. Зеленский подтвердил, обмен продлится еще 2 дня. Этот обмен – результат единственной практической договоренности в Стамбуле 16 мая. Инициатива исходила от Турции, и ее предложение стало выходом из тупика. Это уже 65-й обмен за все время полномасштабной войны. Есть шанс на перезапуск. Украина и США официально запустили совместный фонд восстановления страны. Теперь это уже не только дипломатия, но и реальные деньги, совместное управление и четкий фокус на будущее. Вашингтон и Киев договариваются не на словах, а в документах. Отныне фонд будет инвестировать в восстановление инфраструктуры и развитие Украины. Подробностей пока нет. Новая глава сотрудничества, тем не менее, считается открытой. Кстати, а что со сделкой по полезным ископаемым? Заключили и забыли? Дональд Трамп все же решил объявить войну. Правда, не России, а Европе. И не горячую, а экономическую. Президент США не придумал ничего лучше, чем просто объявить о начале торговой войны с Европой. С 1 июня он пока еще рекомендует ввести 50% пошлины на весь импорт из ЕС. Глава Белого дома обвинил Европейский Союз во всем, чем только можно. ЕС, созданный с целью использовать США в торговле, оказался крайне трудным партнером. Их высокие барьеры, НДС, нелепые штрафы, манипуляции, несправедливые иски привели к торговому дефициту США в более чем 250 миллиардов в год. Это недопустимо. Переговоры ни к чему не приводят. Поэтому я предлагаю с 1 июня 2025 года ввести прямую пошлину в 50% на все товары из ЕС. Для продукции, произведенной в США, пошлина не применяется. В то время как против России Трамп так и не ввел новых санкций или пошлин, Евросоюзу достается сполна. 50% пошлин на весь импорт из ЕС – это не просто торговый конфликт, а огромный удар по всей глобальной экономике. Такой шаг может взорвать цены на технику, автомобили, лекарства и продукты в США, обрушить экспортные рынки крупнейших стран Европы, обвалить курс евро и запустить новую волну инфляции по обе стороны Атлантики. Разумеется, без ответных санкций торговой войны не обойдется. Такого не было с 1930-х годов. И все это в условиях уже и без того шаткого мира дефицитов, выборов и рецессии. Трамп решил расколоть Запад в момент, когда тот пытается противостоять Путину и Китаю. Президент США, похоже, решил воевать не только с Европой, но и с собственными айфонами. В стиле «Америка для американцев» он потребовал от Apple срочно перенести производство из Индии и Китая домой, иначе грозит влепить 25% пошлин. Акции компании тут же просели, а Тим Кук, вероятно, теперь изучает карту Айовы в поисках места для сборки Pro Max. Понятно, что все станет дороже. Понятно, что нет слов, что вы можете сказать на это. Не с теми воюет. Комментарии из не менее 6 слов не только продвинут видео, но и помогут найти важные ответы на важные вопросы. Спасибо за развернутые дискуссии и обсуждения. Вы самая активная аудитория в русскоязычном новостном YouTube, а запретных тем у нас в комментариях, разумеется, нет. Все открыто, и все видят правду. Больше ни цента. Со следующего года США прекращают выпуск монеты в 1 цент. Ее производство обходится дороже номинала. Цены начнут округлять до ближайших 5 центов, и государство сэкономит на этом решении 56 миллионов в год. Сергей Лавров окончательно поехал по военным рельсам пропаганды. Глава МИД РФ заявил, что Россия не допустит, чтобы Украина после войны управлялась по законам хунты Зеленского. Это была цитата. По его словам, оставлять русскоязычных под началом власти, запретившей даже говорить на русском, это преступление. Поэтому, мол, РФ должна освободить всю территорию Украины. Все как по методичке. Язык, нелегитимность, борьба с мнимой хунтой. А Ватикан как место для переговоров он и вовсе назвал неэлегантным. На территории Украины, которая вот за пределами
конституционных границ Российской Федерации, миллионы людей разговаривают на русском языке, он для них родной, и оставить их под началом хунты, запретившей даже разговаривать на русском языке, только думать еще не запретили, это будет как раз очень большим преступлением. И это не просто слова. Лавров дает понять, что любые будущие договоренности будут признаны Москвой только при условии смены власти в Киеве. А значит, под красивыми словами о перемирии Россия готовит новый виток захвата территории и власти. Маразм крепчает, денацификация обновляется, а русскоязычные, как всегда, назначены живым щитом и оправданием для войны. Украинцы теперь только вам слово. Обязательно напишите в комментариях все, что вы думаете по этому поводу на русском языке, если можно, чтобы Лавров понял это все от русскоязычных. А так страна-агрессор защищает якобы русскоязычных в Одессе. Город, который они жаждут захватить, обстреляли баллистическими ракетами, ударили по порту в Одессе. 1 погиб, 8 раненых, среди них сотрудники, просто вышедшие на обычную смену. Мир готовится к финалу самой масштабной войны в Европе со времен Второй мировой. Но финал этот не сулит триумфа. Центр геополитики JP Morgan Chase опубликовал доклад, где изложены 4 сценария завершения российско-украинской войны. И ни один из них не предполагает восстановления границ 1991 года или вступления Украины в НАТО. Экс-главком ВСУ Залужный накануне добавил, или добил, даже выход на границы начала 22-го сейчас невозможен. Грузинский – 50%. Израильский – 20%. А южнокорейский – 15%, белорусский – 15%. Похоже, нас ждет не мир, а пауза с рисками для всего региона. На фоне глобальной нестабильности такой финал может стать прецедентом для новых агрессий. Как думаете, сколько активных вооруженных конфликтов было в мире в прошлом году? В ООН подсчитали и открыто говорят, более 36 тысяч смертей мирных жителей в 14 вооруженных конфликтах в 2024. Мир трещит по швам, архитектура гуманитарной защиты, выстраивающаяся годами, десятилетиями после Второй мировой, рушится на глазах. Войны больше не делают разницы между военными и гражданскими, да и никаких правил их ведения больше не существует. А женщины, дети и врачи становятся новыми законными мишенями. Некоторые государства применяют закон выборочно, в зависимости от сторон конфликта или политических интересов. Все это подрывает саму суть правил ведения войны, которые были созданы, чтобы ограничивать человеческие страдания. Это ставит под угрозу всю архитектуру защиты, которую мы строили десятилетиями. 470 миллионов детей, то есть каждый 6-й ребенок в мире живет в зоне конфликта. И половина всех нуждающихся в защите – это именно они. Молчат законы, гремят ракеты, роддома становятся целями, медпомощь недостижимой роскошью. Это значит никакой безопасности, никакого щита. Мир летит в хаос, и если Совбез ООН не проснется, завтра таких конфликтов будет уже не 14. Какова ваша рекомендация для ООН, как остановить это все и кому это выгодно? Напишите в комментариях. Польские истребители перехватили российский бомбардировщик Су-24 над Балтийским морем. По словам министра обороны Польши, тот совершал опасные маневры и представлял угрозу. Самолет был оттеснен. Инцидент произошел на фоне участившихся провокаций России у границ НАТО. Варшава заявляет, готова реагировать жестко, как самостоятельно, так и в рамках Альянса. Взрывы, дым и смерть. В Нарышкино Орловской области РФ рухнул военный вертолет Ми-8, устроив фейерверк из взрывов и пламени. Очевидцы в панике. Говорят, ад на земле. Дымище и взрывы какие-то. Сначала очевидцы увидели клубы дыма, затем раздались 2 мощных взрыва, от которых содрогнулись дома в окрестностях. Вертолет, по словам местных, дымился уже в воздухе, развернулся на 180 градусов и рухнул. Все члены экипажа сгорели заживо. Это уже 3-е падение боевой авиации РФ за месяц. До этого Ту-22М3 в Иркутской и Су-25 на Дальнем Востоке. Оккупанты потеряли в небе технику примерно на $50 миллионов за месяц. Это как 10 новых Боингов или 3 года выплат пенсии в небольшом городе. Но пенсии подождут. В Минобороны снова твердят о технической неисправности. Но что-то пошло не так в самой системе, и чем дальше, тем чаще. Путин опять взял Херсон или ему показалось? Главарь Кремля в городе так и не появился, зато уже вовсю раздает команды. Подписал закон, запрещающий жителям украинского города продавать жилье, купленное по российским сертификатам.
Напомним, именно из Херсона российская армия позорно удирала в 22 году. Какого Херсона, спросите вы? Ну, видимо, в голове у дедушки город все еще СВО, и он теперь распоряжается, будто это какой-нибудь Кукуйский или Сретенский район. Жители Херсона, ваш выход в комментариях. Картофельный апокалипсис. В РФ официально заявили, урожай закончился. Минсельхоз сообщил, что все выращенные в стране овощи уже съедены, а полки магазинов теперь зависят от импорта египетской картошки, пакистанского лука и китайской капусты. Цены, как и корнеплоды, лезут вверх. Картофель подорожал на 166%, капуста на 56%, лук на 87%. И все это на фоне прошлогоднего неурожая, майских заморозков и перспектив съесть весь импорт до августа. Тем временем в Беларуси тоже не густо, а скорее даже пусто. Лукашенко срочно призывает сажать картошку и жалуется, что это все из-за России. Всю картошку скупили. Мы больше посеяли картофеля. И даже те, кто не высевал, не возделывал картофель, советую этим заниматься. Еще время есть, семена есть. Это надо довести, Дмитрий Николаевич, до всех. Довели и до всех, и народ довели. Вот только пока в Москве спорят, где взять борщ, белорусская свекла еще не взошла. Пропагандисты не понимают, чего лица кислые. Наши деды, прадеды, они после войны хотели жить. Поэтому, несмотря на разруху, я сейчас не говорю, что мы должны вернуться к этому, но я говорю, как есть. Понимаешь? Несмотря на разруху, жажда жизни. А у них 5-7 детей было. Жажда Наши жизни. родители по 5-7 детей, да, вот, у них сестер 3-4 было. Жажда жизни. Нормальная жажда, человеческая жажда жизни. Радоваться солнцу, радоваться определенным достижениям, полету в космос, новой модели трактора, автомата, но новым вершинам, новым спальным районам. А у нас сейчас все есть. И ничего. И морды кислые. Что с лицом? Вот именно, все есть. И что, поесть тоже есть. Ну, разве что за исключением нормальной картошки и лука. А пока человечество топит планету, а лидеры о чем-то спорят на саммитах, пингвины тихо какают и спасают мир. Буквально. Ученые из Хельсинки доказали. Их помет насыщен аммиаком, который, поднимаясь в атмосферу, реагирует с кислотами и запускает формирование облаков. А облака, как известно, отражают солнечное излучение обратно в космос, охлаждая Землю. Иными словами, пингвиний выхлоп помогает сдерживать глобальное потепление. Просыпаешься утром, а у тебя во дворе не собака, не сосед с дрелью, а целый 135-метровый грузовой корабль. В Норвегии судно NCL Salten свернуло чуть-чуть не туда и пришвартовалось прямо у дома Йохана Хелберга, буквально в 7 метрах от его кровати. Еще пару метров, и он бы заехал мне в спальню, пошутил норвежец. От удара пострадала только труба к тепловому насосу, так что в ближайшие дни Йохану придется греться чаем и вниманием журналистов. На такое прибытие гостей и новый порт посмотреть сбежалась вся округа. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.